Вот мы подходим к велосипедной стояночке, и наконец-то у нас появились эти приложения. Хотя они никуда и не девались, собственно говоря, просто обновление, можно так сказать. Но он еще не работает. А люди ездят. Да, потому что они пользуются приложением, а вот эта штука еще не работает. А у нас есть приложение, ты можешь сканировать оттуда код. Я понимаю, я говорю, что вот эта штука еще не работает. А, Владик имеет в виду, что конкретно, если у тебя нет приложения, то ты велосипед не возьмешь. Мы частенько не понимаем друг друга с первого раза. Классная такая фишка появилась. На новых велосипедах есть детское сиденье. Хотим сейчас испробовать и прокатиться вместе с Владькой. Вот мое приложение. И здесь нужно нажать скан. Разрешить. Вот этот штрих-код нам надо сканировать. Дальше что? Арендовать велосипед. Даже на русском языке. Просто шикарно. О, отлично. Все, можем ехать. Мы услышали щелчок, это значит, что он разблокирован, и мы можем ехать. Насколько я помню, из прошлого своего опыта 20 минут дается бесплатно, правильно? За 20 минут мы постараемся доехать до следующей стоянки велосипедной. Припарковаться мы должны успеть за эти 20 минут, для того, чтобы денежки не считывались с нашего счета. Как мы с тобой вдвоем будем справляться? Опа, давай. Поместилась? Давай, тут есть такие резинки. Я тебя сейчас пришвартую. Ну не бойся только. Мы будем ехать не по той дороге, где машины. Мы будем ехать по велосипедной дороге. Держись, вот здесь держись за руль. Тебе давит сюда сильно? Нет? Ты можешь на нее еще одеть резинку. Какую? А вот здесь вот есть резинка. Смотри, классно. А ну, давай. Слушай, она ее придавит, короче. Ну ладно. Ребенок просто задохнется. Ну, поеду. До встречи на плаце Легионов. Мы доехали до места назначения, и я вот хочу такую особенность заметить. На этих велосипедах есть вот такой вот рычаг. Здесь, на вот этой вот штучке блокировки. Он находится вот здесь вот сверху всю дорогу, пока мы едем. И когда вы хотите припарковать велосипед, то есть поставить его, вернуть на стоянку, этот рычажок, вот эту синюю штучку нужно до самого упора опустить. И тогда, значит, вы вернули велосипед на стоянку, и прекращается отсчет ваших минут. Очень удобно, потому что в прошлом году это были обычные такие магнитные замки, и они не всегда срабатывали. Были проблемы с тем, чтобы поставить велосипед на место, вернуть, или даже снять с этого магнита было не всегда возможно. Пошли, папе. А он не видит. Проехали 3 трамвайных остановки за каких-то 8 минут. Я очень медленно ехала, естественно, потому что с ребенком довольно-таки страшно. Ей было страшно, мне не страшно, а вот она немножечко боялась. Потому что это для нее была первая поездка на велосипеде. Она еще ехала спиной к дороге, она не видела, куда я еду. И от этого, видимо, страх усилился как-то так. Условия аренды велосипеда все те же. Нужно просто на счет закинуть 20 злотых или 10 злотых. У меня сейчас на счету 12. И, собственно говоря, велосипед для меня был доступен. Ну ты долго, ну ты долго. А почему ты на трамвай не сел, на тот, который приехал? Я отвязывал. Просто привязал. Влада, ты умеешь кататься на скейтборде? Нет, я хотела, чтобы руками держать, так ехали вместе на скейтборд. Это вообще-то не скейтборд, это пенниборд, это пенни. Он такой маленький, да, специально, как будто бы для твоей попы.
Мужчина нервничает, я с фотоаппаратом в руках на скейте. Ужас! На детском таком пенни розового цвета. Просто экстрим! Солнце так светит в глаза, а мы без очков. Пытаемся научить ребенка кататься на пенниборде. Не успешно пока что. Совсем недавно со мной такая история произошла. На одной из прогулок, когда я была со своими владюхами, мы подошли к одному из мемориалов, который был написан на иврите. Но мы не понимали, о чем там было написано, но просто постояли, посмотрели и как бы уже собирались уходить, но двое мужчин, такого уже постарше возраста, подошли ко мне и начали говорить на абсолютно для меня непонятном языке. Я немножечко растерялась и говорю: извините, мы ничего не понимаем, и стали уходить, и мужчины начали говорить на русском, ну, спрашивать: вы из России, да? И мы кивнули вроде как, ну, типа оттуда. В общем, очень быстро я ушла и как бы в такой какой-то некомфортной обстановке побывала. Мне было это очень неприятно, потому что мужчины незнакомые, мужчины такого серьезного такого вида, в общем, и мало ли чего они хотели, в принципе, от меня. Но потом Владик мне растолковал. А эти мужчины, оказывается, заговорили со мной на иврите. И поскольку мы стояли у этого мемориала, который был написан на иврите и посвящен был, скорее всего, евреям, в общем, есть очень большая доля вероятности, что они приняли меня за свою. Они подумали, что я еврейка. Люди иногда спрашивают, не еврейка ли я. Я никогда не проводила никаких таких параллелей. Я не знаю, не вижу в себе никакого сходства, потому что я точно знаю, что я украинка. Как вы думаете, я похожа на еврейку?